Ноутбук с процессором AMD Ryzen 7 7840HS, 16 ГБ оперативной памяти, IPS-экран на 16 дюймов, полноразмерная клавиатура, которая имеет несколько режимов подсветки, кнопкой питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, алюминиевым корпусом, хорошим набором интерфейсов, двумя громкими динамиками, удобным тачпадом, и это только малая часть того, что из себя представляет ноутбук под названием Honor Magic X16 Pro. Обо всем этом я, разумеется, прочел в рекламе, но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, сейчас я вам, как всегда, расскажу. Но перед началом напомню, что 7 обзоров я в неделю, разумеется, выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 8 серии, со следующего месяца начну смартфон один разыгрывать в месяц. Условия чуть-чуть поменяются, но стандартные останутся: лайк, подписка и комментарий к любому видео. Подписывайтесь на канал с колоколом, перейдем же к обзору. Распаковка. Данная модель поставляется в обыкновенной коробке, но выполнена она из плотного картона. На ней есть название и краткие характеристики модели. Упаковка в целом надежная, но выглядит подобный формат упаковки довольно дешево. В комплекте мы имеем ноутбук, адаптер питания 20 вольт, 3,25 ампера, 65 ватт, довольно длинный кабель с Type-C на Type-C и документация. Помимо этого, дополнительно мне прислали силиконовую накладку для клавиатуры, которая не подходит под клавиатуру этого ноутбука. Вот такой вот лот интересный. Также переходник, коврик и мышку. Мышка, к слову, хоть и выполнена из дешевого пластика, но кнопки с тихим и приятным щелчком. Габариты 356 на 250 на 18 мм. Далее, приобрести на данный момент ноутбук можно только в серой расцветке. Дизайн устройства минималистичный, из особенностей только зеркальная надпись Honor, корпус выполнен из алюминиевого сплава и пластика, качество материалов хорошее, и собран ноутбук по мне качественно. Открыть его одной рукой не получится, к сожалению. Также отмечу, что максимальный угол открытия около 150 градусов, что в целом хорошо для подобных габаритов, но кому-то этого будет реально мало. Вспоминаем, что многие уже делают 180. Далее, по интерфейсам мы имеем один HDMI порт версии 1.4, 2 USB-A порта версии 3.2 Gen 1, один USB 4 с передачей данных 20 гигабит в секунду и разъем 3,5 мм для наушников. Не скажу, что портов достаточно, точнее это базовый набор, к сожалению, ничего большего. Далее, клавиатура в данной модели с цифровым блоком и с неурезанными клавишами управления курсором, за что плюс. Как и за то, что она имеет два уровня подсветки, которая меняется по нажатию комбинации клавиш FN плюс Space. Но у нее есть минус. Он заключается в том, что подсветка автоматически выключается после 10-15 секунд бездействия. Решить эту проблему возможно, в интернете уже есть решение данной проблемы, но все равно неприятненько. Ход клавиш мягкий 1,5 мм, у клавиши Space 1,6 мм. Звук простукивания стандартный для ноутбуков, печатать текст с помощью клавиатуры достаточно удобно. Но лично мне не нравится, что тачпад сместили ближе к левой части корпуса, а также к клавиатуре необходимо привыкать, так как некоторые клавиши расположены нестандартно. В клавиатуре спрятали кнопку питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, который отрабатывает довольно быстро и без нареканий. Сам тачпад средних размеров 120 на 72 мм. Реализован он хорошо, без двойного дна и без люфта. Плюс он имеет две стандартные скрытые кнопки и скрытую кнопку по всей площади тачпада. Использовать тачпад удобно, палец скользит по нему хорошо. Далее, верхние рамки стандартно разместили камеру с разрешением 720p. Качество камеры достаточно для видеозвонков, но на что-то больше она не рассчитана. На борту установлено два микрофона с технологией шумоподавления. В целом они неплохо отрабатывают, и если разговаривать не в шумных местах, то проблем не должно возникать. Звук, к слову, выводится через два динамика, которые расположились в нижней части корпуса. Громкости достаточно, качество звука подходит для просмотра роликов, фильмов и в целом для прослушивания музыки и для игр. Не скажу, что я в восторге от звука, и все же советую использовать внешний источник звука. Это может быть портативная колонка или наушники, как Bluetooth, так и провода. С другой стороны, подобного качества звука достаточно для повседневного использования. Но, как говорится, размер имеет значение, особенно в акустике. Ноутбук оснащен IPS-экраном на 16 дюймов с разрешением 1920 на 1200 пикселей. Частота обновления экрана 60 Гц, соотношение сторон 16 к 10. Соотношение экрана к корпусу 89%. Цветовой охват 100% DCI-P3, коэффициент контрастности 1200 к единичке. Яркость на 100% составляет 290 люксов, чего достаточно для использования в помещении.
помещении, но не на улице. Покрытие экрана матовый, угол обзора в 178 градусов и подсветка равномерная. Есть функция для автоматического включения экрана при открытии крышки ноутбука. По цветопередаче особых замечаний нет. Изображение довольно контрастное и насыщенное, как для IPS-экрана. Это с одной стороны. С другой стороны, были надежды увидеть что-то лучшее, чем стандартный IPS-экран с Full HD разрешением даже за эти деньги. Но вот так. Опять же, разумеется, я знал, что я заказываю. Это не кот в мешке. Для работы с иллюстрациями, фото и тому подобным в целом ноутбук можно использовать, но я бы не советовал. Как для обычного использования экран неплохой, но лично я предпочитаю глянцевые экраны, к примеру, на MacBook с подобным форматом, куда приятнее работать. Плюс глаза от экрана X16 Pro устают значительно быстрее. И это факт. Перейдем к железу. Процессор установлен новый AMD Ryzen 7 7840HS с 8 ядрами, 16 потоками, техпроцессом 4 нанометра, кэшем третьего уровня в 16 мегабайт, базовой частотой 3,8 ГГц и максимальной тактовой частотой в режиме Boost до 5,1 ГГц. X16 Pro имеет два режима работы. Это интеллектуальный режим мощностью 35 Вт и режим высокой мощности 45 Вт. Переключаются эти режимы комбинацией клавиш FN плюс P. За графику отвечает AMD Radeon 780M с частотой обновления 2700 МГц, оперативная память объемом 16 ГБ, двухканальная типа LPDDR5X с частотой обновления 6400 МГц, без возможности замены или расширения. Твердотельный накопитель KBG50ZNV Kioxia PCI версии 4.0 на 512 ГБ. Расширить ПЗУ возможно, вставив дополнительный SSD M2 2242 накопитель до 1 ТБ. Система охлаждения состоит из одного кулера и медных трубок. Как по мне, куда практичнее установить два кулера, но слегка поменьше, при том, что места в принципе достаточно. Но им виднее. Что касается тестов, 3D Mark Time Spy 3130, в Crystal Disk Mark чтение 2930 МБ в секунду и запись 2150 МБ в секунду. В Geekbench Vulkan Score 19536, OpenCL Score 23925, Single Core 1748 и Multicore 9119. Для беспроводной связи установлен модуль WCN 645X, Wi-Fi 6E и Bluetooth чип версии 5.1. Wi-Fi может отключаться после выхода из сна, для этого необходимо будет вписать определенную команду в командную строку. Данная проблема, кстати, не редкость. Операционная система в стоке Windows 11 с лицензией на Office, но с доступным только китайским языком. Чтобы сохранить лицензию, попросту заходим в аккаунт Microsoft на ноутбуке, после чего можно установить любую Windows и PC-менеджер для установки всех необходимых драйверов. Но не факт, что это сработает. Грубо говоря, чтобы все сработало, необходимо потанцевать вокруг него. При этом некоторые надписи отображаются на русском языке. Для оптимизации работы в экосистеме Honor производитель предоставил софт для работы с устройствами Honor. К примеру, можно легко обмениваться файлами между планшетом, смартфоном и ноутбуком, отвечать на уведомления, транслировать экран и не только. Вообще у них экосистема очень даже неплохая. Емкость аккумулятора здесь 5195 мАч, 60 Вт в час. С 0 до 50% ноутбук заряжается от родного адаптера питания за 45 минут, от 0 до сотки за 1 час 40 минут, что по мне даже очень быстро. Если его использовать как для офисной работы, его хватит в среднем на 10 часов спокойно. За 1 час просмотра видео на YouTube со 100% яркости и 50% громкости динамиков уходит в среднем 9% заряда. У меня на планшете сейчас Xiaomi 6s Pro больше уходит. В игре Super Animal Royale за 1 час уходит 23% заряда, и в подобных играх плюс-минус разряд одинаковый. В CS2 разряжается за 1 час на 38%, нагрев ощутимый, но не критичный, учитывая железо. В игры играть, конечно, можно, FPS проседает, фризы встречаются, но сильных подвисаний я не встречал. В целом на экране вы видите, как ноутбук справляется с различными играми. Минусы: нет датчика внешней освещенности, отваливается Wi-Fi после выхода с режима сна, подсветка клавиатуры автоматически выключается после 10-15 секунд, есть проблемы с установкой драйверов, также возможно, что некоторые программы будут работать некорректно или вовсе не запускаться. Встречаются проблемы с зарядкой, нет шторки приватности для веб-камеры. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Разумеется, есть смысл приобретать данный ноутбук только на распродаже. Расскажу потом в личной телеге, смог ли я его продать в те же деньги хотя бы, или там может быть чуть-чуть дешевле относительно сейловского ценника. Напоминаю, что если вы хотите, чтобы подобные обзоры продолжались на канале, пишите в комментариях, что Саня, продолжай, накопим полезный объем, и тогда я буду мучить ноутбуки еще больше. Примерно так же, как было со смартфонами. Помним, сейчас я купил, получается, в сумме 6 ноутбуков. Вчера был, к слову, контрактный обзор от Tecno на их ноутбук. Но плюсы даже в контрактных обзорах вы можете посмотреть реальные тесты. Но ноуты, повторяюсь, вещь довольно специфичная, и они, как планшеты, чтобы вы понимали, не пользуются диким спросом. Поэтому всегда можно приобрести их подешевле, повыгоднее, получше экран, получше процессор, но надо это дело ловить. Поэтому подписываемся на мой телеграм
телеграм-канал скидок, телеграм-канал взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Открываем портал в ноутбучный рай. Резюмирую, Honor Magic X16 Pro недорогой ноутбук с хорошим железом, хотя недорогой понятие тоже растяжимое, но лично у меня он большого восторга не вызвал. Своего покупателя он однозначно найдет, я бы даже сказал, что уже нашел. Если вас не пугает то, что необходимо загружать новую винду, устанавливать драйвера, искать решение проблем, которые, скорее всего, вас не обойдут стороной вообще никак, и это еще меньше из зол, то в целом ноутбук вам подойдет. От меня девайсу скромное «да». Это не потому, что мне нужно его продать, не все смотрят мои обзоры, я его как-нибудь допродам, а потому что он и правда неплох за свои деньги. Подписывайтесь на канал с колоколом, добра и удачи вам, дорогие друзья.